Лукашенко правит Беларусью уже 27 лет. Путин, правящий Россией уже 22 года, является его последним оставшимся союзником в Европе. Он, в свою очередь, играет ту же роль для Путина. Лукашенко позволил Путину превратить Беларусь в марионеточное государство. Весь мир говорит о Путине. И, конечно, правильно называть это войной Путина. Именно так ее характеризуют во всем мире. Но Лукашенко в значительной степени является его партнером по преступлению. И я тщательно подбираю слова. Его партнер по преступлению. Один преступник помогает другому, позволяя использовать свою страну в качестве платформы для российского вторжения в Украину, оказывая политическую и военную поддержку, когда Путин отдает приказы о ракетном обстреле школ, больниц и детских садов, когда он стремится подчинить своей воле гордый, суверенный народ. Путина справедливо осудили во всем мире, но Лукашенко заслуживает гораздо большего глобального осуждения, чем то, которое выпало на его долю. Хотя Путина сейчас во всем мире считают военным преступником, я считаю, что можно доказать, что он не смог бы начать вторжение и ввергнуть мир в такой хаос без своего партнера по преступлению. И если бы Лукашенко ушел в историю в 2020 году, то вряд ли бы сегодня Кремль начал войну против Украины. Задолго до того, как первые танки вошли в Украину, мы собрали массу доказательств преступлений Лукашенко, которые мы передали соответствующим международным и национальным органам, и которые должны быть расследованы должным образом. Отрадно было видеть, что два бывших премьер-министра Великобритании из разных партий, сэр Джон Мейджор и Гордон Браун, создают коалицию экспертов, чтобы наметить процесс, посредством которого Путин может быть привлечен к ответственности за свои военные преступления. Лукашенко должен быть включен в любое такое дело, и мы готовы представить наше дело против него. Лукашенко должен быть привлечен к ответственности. Что касается нынешних глав правительств демократических стран, есть один важный шаг, который они могут и должны предпринять, если они действительно серьезно настроены сделать все необходимое, чтобы положить конец этой ужасной войне. А именно, применить те же санкции, которые в настоящее время направлены против Путина и России, к Лукашенко и режиму в Беларуси. Это правильный и необходимый подход для режима в Беларуси. Когда речь заходит о войне, Лукашенко сам себя осудил, не найдя возможности не похвастаться тем, что первым отдал приказ о нападении на Украину, запустив ракеты из Беларуси в 23:00 23 февраля по Украине, примерно за 5 часов до того, как войска Путина пересекли границу. Ракеты, боевые вертолеты и истребители были запущены из Беларуси по Украине. Лукашенко должен сидеть на скамье подсудимых. Запад рискует совершить огромную ошибку, если не поймет, что к Беларуси нужно относиться так же, как и к России, когда речь идет о санкциях. Если этого не сделать, у него появится возможность заработать на несчастье, которое он и Путин причиняют своим соседям в Украине, поскольку он использует эту офшорную роль. Это также позволяет ему продолжать предоставлять России территорию для проведения военных действий против Украины и тем самым выплачивать свои прежние долги Кремлю. Еще перед войной в Украине Народное антикризисное управление собрало доказательства, позволяющие классифицировать Лукашенко как международного террориста. Как еще описать угон рейса Ryanair из Греции в мае 2021 года? Международная общественность была возмущена. Снова лидеры ведущих стран мира выразили гнев и пообещали принять меры. Затем последовали символические, не наносящие ущерба санкции. И снова никакой ответственности. И снова караван двинулся дальше. Аналогичным образом развивалось и создание кризиса мигрантов на границе Беларуси с ЕС в прошлом году. Снова широко распространенное возмущение. Снова последовали символические санкции, которые вызвали несколько заголовков, но не оказали большого влияния. И снова никакой ответственности. По этим и другим инцидентам, включая доказательства того, что он отдал приказ о массовых репрессиях с помощью пыток, запугивания и убийств, тюремного заключения участников протестов после сфальсифицированных выборов, с помощью польского адвоката, мы передали в прошлом месяце в Международный уголовный суд в Гааге 40 000 страниц доказательств.
Я благодарен английскому изданию The New European за предоставленную мне возможность изложить эту версию. Мы направим эту статью вместе с собранными нами доказательствами лидерам и дипломатам ведущих держав в ООН, а также в СМИ по всему миру. Запад должен понять, что Лукашенко – серьезный игрок в военных играх Путина. Западу нужен серьезный ответ, судебное преследование за прошлые преступления, санкции за его нынешние преступления. Все, что меньше, это игра в его и путинскую игру. Народ Украины и народ Беларуси заслуживает лучшего.